shot here in San Francisco. Cost $350. Oh, smart house, calibrated to anticipate your every move. Варвары у ворот и готовы крушить черепа римлян! Your freedoms can only be protected if democracy thrives. The corporate interests are rigging the elections. Your elections. Watch Dogs 2. Продолжение одного из самых успешных проектов 2014 года. Игра про активистов, которые сражаются с привычным укладом мира, властью корпораций и следящими за всеми правительственными организациями. Они одним взмахом на экране телефона меняют жизнь простых людей, берут под управление автомобили, взламывают компьютерные системы и могут отключить от электросети целые районы города. Песочница с массой возможностей, открытые для игроков с фантазией и выдумкой. Однако, что из происходящего на экране правда, а что вымысел? Насколько авторы игры глубоко изучили мир реального хакинга? Насколько действительно защищены наши данные и частная жизнь? Сегодня мы отправимся за кулисы хакерской сцены, поговорим со специалистами по безопасности и выясним, осталось ли в этом мире хоть что-нибудь, чего нельзя удаленно взломать. Предупреждаем, жить после этого сюжета станет чуточку страшнее. Watch Dogs 2 определенно плод свободного полета фантазии ее авторов. Однако, насколько эта фантазия близка к реальности? Насколько Ubisoft изучили тему? Ну, скажем так, весьма основательно. Начать стоит с названия игры. Что, собственно, оно означает? Что за Watch Dogs такие? Необразованные сыны нижнего интернета давно прозвали игру нелепым выражением «смотреть собак». Однако термин «сторожевой пес» в компьютерном мире означает аппаратно реализованную систему контроля над зависанием компьютера. Она устанавливается на дорогие серверы, спутники, марсоходы, туда, где доступ человека к железу затруднителен. Устройство постоянно опрашивает систему и в случае зависания выполняет принудительную перезагрузку. В разрезе игры это носит очевидный социальный подтекст. Активисты своими действиями намекают, не пора ли перезагрузить всю систему. Тем более, что система в мире Watch Dogs имеет физическое воплощение в виде всевидящего искусственного интеллекта CTOS. Watch Dogs 2 переносит нас на север солнечной Калифорнии в один из самых дорогих городов мира — Сан-Франциско, который в последние годы стал столицей IT-мира с расположившейся чуть южнее Кремниевой долины, где кучкуются кампусы мировых гигантов индустрии и массой пригородов, в которых ютятся компании поменьше. Именно здесь, по мнению авторов, находится эпицентр всемирного корпоративного зла. С ним борются активисты из движения DedSec, в который и вступает чернокожий Маркус Холлоуэй после того, как система отнесла его к опасным гражданам и лишила путевки в успешную жизнь. Столько данных в одном месте. Ты еще заявление не подал, а тебя уже отфутболили. Поздравляем, вам было досрочно отказано в кредитной карточке. Судя на дом в страховке, черт. И это еще не худший сценарий. Миром Watch Dogs 2 правит компьютерная система CTOS, и, согласно сюжету, именно в Сан-Франциско развернута последняя ее версия. CTOS 2.0 отвечает за все аспекты жизнедеятельности города, управляет автомобильными потоками, отопительными и газовыми системами, слушает телефонный трафик и Wi-Fi сети, определяет пригодность жителей для различных работ и вообще управляет всем, чем только можно. И как раз благодаря ошибочному профилированию Маркус лишился всех возможностей в жизни и записался в борцы с системой. Короче, пару лет назад эта сраная система отметила меня как ненадежного. Связала с каким-то криминалом, типа это возможно. Несмотря на то, что описанное кажется сюжетом классической фантастики вроде «Особого мнения», сегодня все это притворяется в жизнь. Эксперименты по предсказанию преступлений проводятся уже не первый год. Только в США для профилирования граждан используется несколько конкурирующих систем в нескольких городах. Если Филиппу Дику для реализации системы Pre-Crime пришлось придумывать 3 провидцев, то в реальном мире за все отвечают математические модели. В 2009-м Национальный институт юстиции США объявил о выдаче грантов для полицейских подразделений, желающих разработать систему предсказаний преступлений. С 2011 года свою программу запустили калифорнийский город Санта-Крус и некоторые районы Лос-Анджелеса, а с 2013-го — Чикаго, в котором, к слову, разворачивается действие первой части Watch Dogs. Если в Санта-Крус и Лос-Анджелесе работали еще простые алгоритмы, которые на основе данных о типах и времени преступлений составляли карту опасных районов города для патрулирования,
то чикагский отдел полиции, всегда считавшийся самым технологичным, подошел к вопросу куда более масштабно. Полученные $2 миллиона гранта департамент потратил на создание системы профилирования граждан для предсказания будущих преступлений и объединил их с системой вычисления вероятных мест происшествий. Главой программы стал профессор физик Иллинойского технологического института Майлз Верник. В 80-х он делал для Пентагона системы интеллектуального распознавания целей, а позже работал над анализом медицинских изображений мозга и упреждающим выявлением болезней. В результате он стал экспертом в области машинного обучения и интерпретации изображений. В основе системы предсказания преступлений лежит сетевая теория социолога Йельского университета Эндрю Папахристоса, который впервые доказал реальность знаменитой поговорки «С кем поведешься, от того и наберешься». Выяснилось, что на вероятность преступления прежде всего влияет окружение человека. Если человек проводил много времени с застреленным, то у него тоже были велики шансы быть застреленным. Подробные алгоритмы социального профилирования никто не раскрывает, но Верник говорит, что это очень тонкая и точная система, учитывающая массу параметров. В Чикаго она подпитывается гигантской базой произошедших преступлений и уже упомянутой системой предсказания вероятных районов происшествий. На основе данных составлен список из более чем 400 запреступников, к которым иногда наведываются патрули. В 2015 году предсказанием преступлений занялись и в Канаде. Разработкой системы занимается университет Саскачевана. Автор программы — доктор Дэниел Альвари. Как и в случае с Чикаго, система носит вспомогательный характер, советует полицейским, чего ожидать от определенных людей, и оценивает риск рецидива у преступников. This is profiled different categories of the questions to see which category he got what score. Totally, he got 40 score. So that means he is considered as a very high risk for recidivism for this specific crime. Сегодня профилированием занимаются не только полицейские, но и частные компании. Они собирают данные о простых людях. На основе постов в социальных сетях, предпочтений, информации о тратах они создают цифровой слепок нашей личности, который могут использовать банки и другие корпорации при выдаче кредитов, приеме на работу, показе нам рекламы. Герой Watch Dogs 2 стал непригодным гражданином из-за того, что купил отмычки, дубликатор карт доступа, держал узел Tor и посещал хакерскую конференцию DEF CON в Лас-Вегасе. Заставляет задуматься. Тысячи глаз следят за вами и создают подробное цифровое досье, которое можно купить, продать или даже украсть. Игрушки собирают данные об увлечениях детей и отправляют производителям. Умная бытовая техника предоставляет корпорациям доступ к вашим личным тайнам. В медучреждения вычисляют год вашей смерти, чтобы понять, стоит ли вас лечить. Изучая ваши действия в сети, специалисты внушают вам, чему верить и за кого голосовать. Ценность вашей жизни измеряется в байтах. И это только начало системы предсказаний. Куда дальше пошло знаменитое агентство передовых оборонных исследований DARPA. Они работают над искусственным интеллектом Cognitive Engine, который предназначен для анализа огромного потока видеоданных с целью найти людей с потенциально опасным поведением. Проект стартовал в 2010-м, и в нем принимают участие 15 команд с целью создать софт, способный распознать потенциального преступника по его движениям. Система не только в реальном времени будет отслеживать видеопотоки, но и при необходимости превращать их в трехмерную сцену с помощью техник объемных визуализаций, разработанных DARPA. Конечно, в первую очередь это делается для предотвращения актов терроризма, но то, что в будущем программа распространится повсеместно, сомневаться не приходится. Более того, как стало известно из утечек WikiLeaks, система объединенного стриминга со всех видеокамер также уже работает в экспериментальном режиме в некоторых городах Америки. Она называется TapWire. We generate more than 2.5 billion gigabytes of data about ourselves every day, from texts and videos to sensors and trackers on smart devices. This information is stored online, and it's up for grabs if you know where to look. Сейчас все это разрозненные системы, работающие в экспериментальном порядке. Но рано или поздно они объединятся. В том, что реальная CTOS появится в ближайшее время, сомневаться не приходится. Что же касается остальных функций, вроде управления потоками транспорта и жизнедеятельностью города, то такие разработки тоже есть. В мире Watch Dogs разработчиком CTOS выступает корпорация Bloom. Синяя M — это явно намек на знаменитую IBM. Некогда символ домашних компьютеров сегодня занимается сложными корпоративными и государственными задачами. Последние годы они вовсю работают над технологиями умного города. Это целые комплексные решения для управления большими зданиями, отелями,
дорожными, железнодорожными и авиаперевозками, системами отопления, распределения воды. В общем, IBM занимается всем. В том числе созданием искусственного интеллекта Watson, который способен анализировать вопросы и давать на них разумный ответ. Jeopardy questions are tricky. They have puns in them, they have little jokes in them. Just understanding the question is a pretty big deal. IBM инвестировала в разработку Watson более $1 миллиарда. Пока он консультирует бизнес-проекты и побеждает лучших игроков в свою игру. Но есть примеры применения в медицине и других областях. Аналогичными разработками занимаются Google и Facebook. After Germany invaded the Netherlands, this queen, her family, and cabinet fled to London. Who is Beatrix? No. Watson? Who is Wilhelmina? That is correct. Information is power in the intelligence community. And secrets are the most valuable kind of information. В общем, дивный новый мир, где каждый шаг человека контролируется умными компьютерами, не то что не за горами, мы почти в нем живем. И, конечно, возникает вопрос, насколько уязвимы все эти системы. Что будет, когда злоумышленники получат ко всему этому доступ? Насколько хрупким станет эффективный мир ближайшего будущего? Оставайтесь с нами. Мы отправляемся в шокирующий мир современного хакинга, чтобы узнать ответы на все волнующие вопросы. Для этого мы съездим в Санкт-Петербург и посетим стены одного из лидеров отечественного рынка защиты, а также пообщаемся с людьми, много лет работающими на атакующую сторону.